А с нами Иван Вайпер Антонов. Привет, Ростов. Как дела? Отлично. Скажи, ты очень сильно отыграл эту игру, и вообще на этом турнире ты просто нереально зажигаешь, хотя как бы обычно в команде блистают другие игроки. С чем связано? Бабки, бабки, бабки. То есть, кроме мотивации, как бы основной добавляются деньги, которые жестко решают. Да, конечно. Расскажи немножко об игре, как бы казалось бы, вот вначале как бы были 50 на 50 качели, а потом казалось, что вы 2 раза запушили и уже как бы не удастся выиграть. На самом деле 50 на 50 это для тебя были, для других зрителей. Да. Мы-то понимаем игру немножко по-другому. Мы выиграли полностью начало. Для Нави, такой старт, как я нафармил там свои айтемы, Дэнди стоял хорошо мид, Купей поставил в лесу. Для нас это процентов 80 победы уже. 20. Единственный минус у нас были, нас сплитпушили очень жестко, мы что-то разменивались, размены были невыгодны, принимали неверные решения. И в итоге еще... заходили к ним на рампу и отдавались. Но это было такое, до первого удачного файта. Первый удачный файт произошел, и мы сразу же все снесли. Такое было в игру. Еще там, конечно, шторм встрял. Разок, да. Это, конечно, помогло сразу две стороны. Решило ли это полностью всю игру? Или это решило две стороны, как бы, и 100% победу дало. А я думаю, мы бы рано или поздно все равно бы зашли. То есть, если бы, к примеру, вы не смогли зайти вот второй раз, когда вы заходили, игра перешла в лейт, правильно я понимаю? Вы не... Да, даже в этот лейт, если посмотреть на деньги, то у Патмы и у Вайпера больше всех слотов. То есть ни Баланар, ни Инча, ни Шторм, у них меньше слотов. Они не смогли бы законтрить, да? Да, не смогли бы. Вызывают Summon Calling. Скажи, как бы, вот сейчас такая ситуация не навязывается, уже есть такая ситуация, что вам завтра придется сыграть с одним из самых сильных команд Китая, команда AG. Их купили за бабки тоже. Их купили тоже за бабки, они тоже будут за бабки, тем более браться. Да, ты вообще наблюдал за их стилем, что можешь сказать вообще об их игре? Честно сказать, как только мы пришли на турнир, мы посмотрели за всеми командами, меня не впечатлила ни одна из них. Я действительно чувствую, что это мой шанс выиграть миллион, причем действительно даже не напрягаясь на все 100%. Я не признаюсь, там я не сильно все уверен, но команды действительно ниже уровня. Как ты думаешь, в чем подготовка отличалась Нави от других команд? Почему у нас получается играть лучше, чем у остальных? Во-первых, большое спасибо Нави за великолепную базу, которую нам предоставили кникейсеры. Действительно шикарная. То есть была полная концентрация, полная подготовка. То есть как дома. 5 человек только дома. Скажи, что ты можешь сказать вообще по поводу, говоря, Dota 2 и вообще компании Valve? То есть, как бы, первый раз принимаю участие в таком, как бы, шоу-турнире, скажем так. Какие твои впечатления? Шикарные впечатления. Единственное, автобусы немножко странные. Мы ходим пешком. Ну, это такой автобусы, да. Пешкадралом, да. Вообще, зря они, наверное, миллион сделали. Команды бы приехали за 300 тысяч, мы с тобой сегодня об этом говорили, но да. Это шикарный способ подняться. Спасибо им за это. Я благодарен. Но еще пока что он не твой, так что ты еще будешь за него бороться, биться, но все будут биться. Как ты думаешь вообще, насколько реально, что такие турниры будут в будущем? Если вот не по последним турниров больше не будет. Ты думаешь? Да, это как открытие StarCraft. Я думаю, дальше там будут по 100 тысяч, по 50, но это тоже больше, чем в Dota. Это больше, чем в Counter-Strike. На ESVC все приехали команды, абсолютно все, за 14 тысяч побороться, а здесь как бы, у нас уже 35. Ну да. Нормально. Уже неплохо. Да. Хорошо, Вань, спасибо тебе за интервью. Какие-то финальные слова? Да, большое спасибо нашим спонсорам. Антек, Касперский, Сесериас. Сесериас хороший девайс, Димага идет. Отлично. Димага где? А вот и Димага. Дима, как дела? Вот. Ну и, не знаю, если вы хотите продолжать играть в Dota 1, не приехали на Dota 2, играйте на платформе Dara. Я буду там. See you there. Спасибо, Ваня. Пока. Пока.